Ну что ж, по многочисленным просьбам Не трудящихся. выехали компанией на небольшое расстояние. А какое расстояние было расстояние? Сегодня у нас зажигательный день впереди. Отлично, проезжаем Дыга-дыга-дыга-дыга-дыга. нашу самую главную площадь Дам. Закрытые гостиницы и вымершие торговые центры. Ощущение, что работают только светофоры и трамваи. Ой, работал светофор. Здесь. Надо ехать. Зеленого едем, а красного стоим. Точно. Все знает. Вообще народ соблюдает правила дорожного движения, хотя можно и не соблюдать. Вот, смотрим, человек идет прямо посередине проезжей части. Никто ему не гугу. И он никому не И гугу. он никому не гугу. Расписание трамваев актуальное. Таким зайцем вообще не нужна такая работа. Ну вот для тех, кого интересовало, что происходит с вокзалами, пристанями. Так, подожди. Тройками. изменилось действительно. Вокзал, по идее, должен существовать, но повода нет туда попадать. Поезда ходят? Да, да и не Должны хотелось бы лишний раз. Так. Хотела сказать, сумасшедший турист несется, но ведь это же уже и не турист вовсе. Даже если он турист, он уже за этот месяц здесь пообвыкся. Да. который не Месяц смог уже, ай-яй-яй. Все похоже, что да. Привычка сложится, которая складывается за 21 день у человека. Рефлексы останутся потом. От них будет отвыкать очень сложно. Да. Куда там делся дед? Детка? Я тут. Отправляемся в загородную поездку на небольшое расстояние. Да у нас страна такая компактная. Везде расстояния очень небольшие. Свет в конце тоннеля! Сипол весь заставлен самолетами, никуда они не улетят. Каждые 2 минуты садился и взлетал самолет. 6 полос. И все они простаивают, скорее всего. Вон крестьянские семьи изолируются. Всего в нескольких минутах езды от аэропорта Схипол и расположены знаменитые, старинные и ультрасовременные крестьянские хозяйства, привлекающие каждой весной толпы туристов и жителей Нидерландов именно этим цветовым разнообразием. Ну и восхитительным запахом тоже. Но здесь на самом деле место неплохое. Потому что здесь и люди есть, которые снимают. Есть даже шутка, что аэропорт строили специально для того, чтобы располагаться как можно ближе к этой индустрии. Ну, действительно, они даже, можно сказать, ровесники. И знаменитый парк Кёкенхоф, который ежегодно принимал миллионы посетителей и существует с 49-го года, в этом году впервые закрыт. Там классно еще. Вот проедем по полям красиво. Попробуем соблюсти дистанцию все-таки при возможности. А вон впереди, где велосипедисты, там есть кармашек. Мы даже не предполагали, как закончится наша прогулка по тюльпановым полям, но обо всем по порядку. Ik ga vanuit een fotootje voor de neus uit, dat het op zich wel weer rustig is. Maar
Hello. Goeiedag. Excuse me. May I ask you one question? Yes, of course. And your personal prognosis, what do you think, how long it will be, all this quarantine? September. Yeah. And then we're gonna start like small steps to normal, I think. No summer for us. I think. Давай пойдем в поля. Давай пойдем все в поля. Я хочу на классные поля. So cute. Yes. But it's very beautiful. Have you seen it from that We side only already? came now, yeah. Я туда к папе. Oh, it's very sad that the Keukenhof isn't open, and it's only this for the tourists. So it's sad, you know. And it's some problems for your Yeah. work also, you have to kick Yeah. everyone out. Yeah, Okay. but everybody is listening, and it's okay. Yeah. Everybody's trying his best. So it's a weird situation, but we're trying to make it possible for everybody to enjoy it. But it's okay if we can go a little bit Yeah, you further? can go a little bit, but it was only too busy. But you can go and take a Okay, picture. And, thank you. Yes, you're Thank you welcome. very much. Okay. Работники Кёкенхофа перепрофилировались теперь на то, что они показывают вот эти поля. Не парк тюльпанов Кёкенхоф, а открытое цветение на полях. Беленьких и смелых. А я хочу на розовенькие. Алда, иди скорее, смотри. Смотрю на вас, зайчики Смотри, мои. зайчики мои. Смотри, как тюльпан устроен. Тут луковица внизу, корешки, потом идет стебелек, и вот он, видишь, целиком. Сколько в нем соков природных. Качественный голландский тюльпан. Смотри, у него бы еще один вырос бы. Но потом он дал бы детки, размножились бы, как картошка. Красивый? Да. Сорт называется German Flag. Ага, потому что у него желтый, красный и черный внутри. Логично, слушай. Ну давай посадим. Я делаю тюльпан, Пасхальное сажание. потом. Хорошо, потом. Да. Хорошую на него я. Хорошую ямку. Выкопала. Сажаем луковицу Это чтобы они смотрели. и закапываем. Глядишь, из нашей луковицы к сентябрю будут новые тюльпанчики. Тетя сказала, что в сентябре коронавирус закончится, а у нас уже и тюльпанчики готовы, да? German flag. Давай метку сюда. Поставим, что вот эта вот делянка называется немецкий флаг. Установим немецкий флаг. Ринг. Вот так. Все. Красота? Переходим к следующему сорту. Бегу к тебе на оранжевую. А вот и потеряшка. Дай. Дай. Бросай. Лови. Хватай. Это обычно, это в тот момент, когда все расцветает, хорошо видно. Вот, например, среди красных какой-нибудь один желтый. Так быть не должно. Обычно рабочие из третьих стран приезжают, вот так вот идут и скрупулезно каждую, как морковочку, вот так вот выдирают прямо с корешком, с луковицей, чтобы пересортицы не было на выходе. А вон там тоже, кстати, среди красных вообще желтые. Вон там. Бегу. Ох, сколько здесь проведено времени. И фильм снимали, и вообще каждый год катаемся, потому что это так приятно. Даже круче, чем бриллианты. Извините, те, кому нравятся бриллианты. Такие малюсенькие. Хочу. Как бы сказала герой нашего фильма про тюльпан, Кауфумуниана вульгариус. Очень близки к настоящему природному тюльпану. Он низенький, на тонкой ножке. Маленький горный цветок, потому что там сильные ветра дуют. Там, где он растет, в Казахстане. Документальный фильм, который мы все время упоминаем, был сделан еще 10 лет тому назад по заказу российского телевидения. Все ссылки в описании. Privéterrein hier. Yeah, we asked your colleagues on the entrance and they said if you're going not on a
Okay, but the owner is not happy with this. yes, of course. So we kindly request you to leave. Thank you. Thank you. Will do. По просьбе самих фермеров всех зевак и гуляющих отправили на насыпь, чтобы они не топтали посадки. И, кстати, на этом наши приключения не закончились. Хотя поднимались мы с некоторым трудом. С дорожной машины. Ой, а с этой стороны как интересно. И все разбежались. Обычно очень много людей бегает по полям, фотографируется. Сейчас всех выслали. Ну, мы прогулялись. Потом стали закрывать дороги. И вот я сейчас читаю новости, оказывается, за эти выходные 1800 штрафов полиция выписала людям. А штраф один 390 евро на секундочку. Это довольно-таки внушительное, я бы сказала. У некоторых квартплата составляет такую сумму за месяц, да? За то, что просто вышли погулять и не соблюдали расстояние 1,5 метра или собирались кучками больше, чем 3 человека. Вот, так бургомистр этого региона, где цветы выращивают, сказал: нет, не приезжайте, you are not welcome. Не будет вам хорошего приема. В этом году оставайтесь дома. То есть получается, что мы просто проползли на пузе. Застали, вот да, на этом застали. пузе проползли кукузи. Да. Непосвященным кажется, что этот комбайн совершает что-то ужасное. Он срезает непосредственно цветы. Но это составная часть индустрии, так как самым ценным является луковица. А цветы фермерам не особенно нужны. Вот такого, конечно, в обычной жизни не встретишь. Так, запятак. Купим, поддержим фермера. Сейчас выберем, какого цвета. Какого цвета будем. У нас прямо как раз есть пятак. Купим сейчас цветы, потому что наличные они не принимают. И их можно только положить самостоятельно, там, в ящичек. Так мы сейчас сделаем. Так, ну, тебе какие-то... Сколько штук там есть? Сколько штук тут? Я думаю, что разных сортов разное количество. Daar zitten er 20 in. Daar zitten er 30 in. Ага. Окей. Алта, вот смотри. Ты хочешь желтые или розовенькие? Я Какие хочу хотят? вот эти. Ik leg de geld daar in. Ja, of leg maar hier, dan pak ik het zo weg. Ja. Oké. Alleen dat dit niet wegvliegt. Zal ik hem aan jou geven? Biri, Alta. Hoe gaat het verder? We moeten het doen, hè? Ja. Maar de bollenindustrie heeft niet zoveel last van. Ja, maar dan moet je wel, je bollen moet je wel weer verkopen. Die je in de opslag hebt, bedoel je? Ja, die straks in de opslag gaan. Dus zeg maar de bollen die nu in de grond zitten, bijvoorbeeld in Polen, ik noem maar Ja. wat. Die worden altijd rond deze tijd nu weer verkocht Ja. voor weer nieuwe. Ja. Maar de handel ligt helemaal stil. Dus echt, er wordt geen bol verkocht nu. Er zijn sommige kwekers die al bollen nu aan het vernietigen zijn op het land. Omdat ze niet weten van wat het, of ze kwijt kunnen of niet. Oké. Ja, Dus als ze nu uit de aarde zijn, is er straks geen opslagruimte. nee, als ze nu gaan vernietigen, dan heb je daar geen bollen meer. Nee. Ik weet het niet. Elke week is er weer één, zeg ik. Ja, meer kan je niet doen. Dus ja, we zitten al met heel veel in hetzelfde schuitje, zeg ik maar. Dus we gaan het zien. Nou, Het is een rare tijd. ja. Volgend jaar weer? Ja, ja. Ja? Ja. История нидерландских тюльпанов имеет и печальные страницы, как, например, тюльпанная лихорадка, поразившая страну еще в 17 веке. Боюсь, что и коронавирус отразится негативно. А вот, кстати, была просьба. А вот на этом окне еще голландские тюльпаны. А вот вам, пожалуйста. Мы их купили не в цветочном магазине, а мы их купили прямо у производителя, прямо с грядки.
И они простоят еще 3 недели. Они еще вырастут, кстати говоря, в вазе. И будут просто великолепные. Вот этот самый красивый, наверное. Вот такой вот, смотри. Чуть-чуть желтый и чуть-чуть красный. Вот такой. Как бы брак, но очень красивый. Потому что можно купить такой только у крестьянина. Сейчас мы будем дорогу переходить. Да. Ай-яй-яй. Так. Опа. Мы перебегаем. Смотри, а тип желтых у нас красивее. Тяжело уехать от такого великолепия, и по пути домой мы еще несколько раз останавливались, как и остальные, кому повезло оказаться в провинции Голландия в эти прекрасные весенние дни. И жители других стран, и жители больших городов и малых деревень, всех привлекает эта красота. Ну и, конечно, художников. Они-то как раз и могут зафиксировать это на более долгое время, нежели непосредственно цветение самих тюльпанов. There's not many people. It's good? I think so. For me, it's better because normally it's much more crowded, of course. So yeah, actually for me it's better these days. May I ask you, what is your personal prognosis? How long it will be this strange situation with? Yeah, it's very hard to tell. I don't know. Probably the whole summer there will be some restrictions. Maybe not as much as now, but. What will people saying about the September? Yeah. Yeah, so actually here it's much better than in other countries until now. Because in my case, my son is waiting to come over. He couldn't come end of March from New Zealand. But they're in a lockdown there, and they're more strict than here. Yes. Because there it's not allowed to go just somewhere like here. You're only allowed to go to the shops or to something medical, but you're not allowed to visit friends, and you're not allowed to go just in nature to have a nice time, even if you're by yourself. So that's quite strict. Yeah. Thank you very much, Mr. Donker. You're welcome and good luck. Thank you for all of us. Yes, you're welcome. Идет это время, идет привыкание к процессу карантина, и отходят какие-то мысли сиюминутные на задний план, начинает успокаиваться мысль, такое состояние медитации возникает. И несмотря на то, что наша свобода физическая ограничена, возникает ощущение неимоверной свободы, внутренней силы, освобождения, понимание того, что ты начнешь все так или иначе с нового листа. Если ты это начнешь, есть ли у тебя на это силы? Да, есть. Сейчас подготовимся. Сейчас зайчонок. А зачем мы хлопаем? Потому что зайцам, которые в больнице, потому А чем они болеют? они болеют коронавирусом. Ай, заяц, хлопай! Зайчиков зовем, хлопаем, зайчиков зовем.
Bye.